Прошли те времена, когда на камин в доме возлагалась исключительно функция отопления. Современные конструкции зачастую становятся центральным элементом интерьера, задавая нужный тон всей обстановке. Выбирая между отдельными конструкциями, в основном смотрит на доступность топлива и его стоимость. Большое значение имеет также то, где именно будет установлен камин – в загородном доме или квартире. Планируя монтажные работы, необходимо учитывать стадию ремонта помещения, проще всего их реализовать заодно с остальными строительными мероприятиями. Если отделка в комнате уже закончена, установить камин с дымоходом будет непросто. Камин на дровах. Большое значение при сооружении этого вида камина имеет то, насколько правильно была выполнена установка дымохода. Это напрямую влияет на качество и стабильность тяги. Слишком длинный канал приведет к быстрому прогоранию топлива. Если длина трубы будет небольшой, то воздушный поток будет недостаточный, в результате дым и сажа начнут попадать в жилище. Все это указывает на важность проведения расчетных мероприятий, которые желательно доверить профессионалам. Лучше всего произвести закладку очага еще на этапе возведения дома. Вписать его в уже существующую конструкцию можно, но это обычно вызывает некоторые сложности. Кроме дымохода, в состав камина входит также топка и портал. Традиционные топочные отделения делают открытыми, в таком варианте огонь и помещение отделены небольшой пустотой в несколько десятков сантиметров. Чтобы уменьшить утечку тепла и повысить энергоэффективность и безопасность очага, лучше применить закрытую топку. Огонь и комната в таком случае разделяются дверцей из закаленного стекла или керамики, способной выдержать температуру до плюс 800 градусов. В качестве материала для перегородки можно использовать так называемое чистое стекло, которое не закопчивается по ходу эксплуатации. Топку выкладывают из огнеупорного кирпича или керамических блоков. Существует вариант с уже готовыми конструкциями из чугуна или жаропрочной стали. Порталом называют лицевую часть камина, состоящую из различных деталей декоративного назначения. На выбор материала для портала во многом влияет конструкция топки, то есть, насколько близко расположен огонь. Чаще всего его делают мраморным, кирпичным, гранитным, каменным или керамическим. Если наружная поверхность конструкции не нагревается, для оформления портала можно применить древесину, дуб, клен или более ценные породы. Камин на газу. От дровяных газовые камины отличаются, прежде всего, типом используемого топлива. Для этого потребуется наличие в доме подведенной газовой магистрали. Качественный и эффективный дымоход потребуется и здесь, это является важным условием безопасной работы прибора. Конструкция на газу не обязательно должна быть стационарной, в продаже можно найти мобильные очаги, дающие возможность менять дислокацию. Это особенно удобно в тех случаях, когда по очереди необходимо обогреть несколько комнат. Для этого монтируется дополнительная разводка подающего трубопровода. Сильные стороны газовых каминов. Бесшумность. Высокая скорость растопки. Простое использование. Высокая пожарная безопасность. Электрические камины. Речь идет о самом обычном электрическом обогревателе, сделанном, как имитация очага. Так как в этом типе каминов открытое пламя не применяется, соответственно, отпадает нужда и в обустройстве дымохода. Как результат, значительно облегчается эксплуатация прибора, его можно устанавливать в любом месте, где имеется электрическая сеть. Среди других достоинств таких каминов следует выделить высокую скорость разогрева, на это уходит не более 2 минут. Подобные конструкции представлены в традиционном напольном исполнении. Можно встретить также настенные устройства, визуальные по толщине напоминающие телевизоры с жидкокристаллическим экраном. Чтобы придать изделиям визуальное сходство с настоящим очагом, изготовителями применяются различные ухищрения. Имитация горячего пламени. Фальшивые тлеющие уголья. Эффект OptiFlame. Здесь применяется находящаяся в воздушном потоке шелковые ленты со специальной подсветкой.
Этот способ имитации настоящего огня считается наиболее реалистичным. Для удобства эксплуатации электрокамина можно оснащать термостатами, регулирующими температуру в помещении в автоматическом режиме. То же самое касается воздушных фильтров, очищающих пространство от частиц пыли размерами до 1 микрометра. Подобный эффект по праву оценен всеми последователями максимальной экологичности интерьеров в доме. Биокамины. Для работы этих очагов применяют те виды топлива, которые в процессе сгорания практически не выделяют двуокись углерода. Это дает возможность отказаться от дымоходной трубы, так как горение поддерживается воздухом из помещения. Главное, чтобы система вентиляции работала без сбоев. Понятное дело, что биокамины – это скорее декоративные, чем функциональные приборы. Однако небольшие порции дополнительного тепла они в состоянии обеспечить. Дело в том, что настоящее пламя в этом случае полностью состоит из чистой тепловой энергии. Кроме того, отсутствие дымохода дает возможность 100% полученного тепла оставлять в комнате. Чаще всего экокамины имеют компактные размеры, предназначаясь для встраивания в стену или монтажа открытым способом. Конструкция имеет современные формы, в стиле модных интерьерных стилей модерн или хай-теч. Кроме того, это единственный очаг с настоящим пламенем, который разрешается устанавливать в обычных квартирах. Различия по типу установки камина. Среди видов каминов для дома по способу установки выделяют: встроенные, пристенные, угловые, островные. У каждой из вышеперечисленных конструкций имеются свои сильные и слабые позиции. Выбор конкретного решения обычно продиктован наличием места в помещении и вкусом владельца дома. Встраиваемые камины. Эти конструкции занимают меньше всего жилого пространства, так как встраиваются в поверхность стены. Также есть модели в виде колонны. Нижняя часть выполняет роль топки, а верхняя – дымохода. Чтобы наилучшим образом вписать встраиваемый камин в интерьер помещения, рекомендуется изначально закладывать его конструкцию в проект дома. Если этим пренебречь, приходится по ходу монтажа рубить стены под очаг и дымоходный канал. В таком случае не всегда удается разместить конструкцию там, где бы хотелось. Дополнительные проблемы может вызвать незначительная толщина стен. Пристенные камины. Подходящий вариант для небольших комнат. Все детали конструкции размещаются вдоль стены. Обязательным условием монтажа является дополнительное обустройство жаропрочного перекрытия, из-за чего портал камина полностью выступает за контур стены. Габариты пристенной модели не мешают ей удерживать пальму первенства среди приборов, работающих на газу или дровах. Объясняется это тем, что такую конструкцию можно монтировать внутри уже сооруженного дома. Наружная отделка портала применяется самая разная: кирпичная, каменная, керамическая и тому подобное. Островные камины. Подобные разновидности каминов отличаются оригинальным дизайном, значительно уступая по эффективности другим моделям. По степени отдачи тепла они напоминают обычный разведенный костер. В состав конструкции островного очага входит жаропрочная площадка, установленная поверх напольной отделки. По периметру ее иногда ограждают стеклом. Поверх площадки обязательно нужен улавливатель дыма, коммутирующийся с дымоходом. В целом вся конструкция обладает приличными габаритами, поэтому применить ее в небольших или средних по площади помещениях не получится. В любом случае, перед установкой необходимо проконсультироваться со специалистами. Также можно встретить островные камины подвесного типа. Они крепятся к потолку и как бы парят над полом. Угловые камины. Наиболее симпатичные и популярные каминные конструкции, не занимающие много площади. Местом их установки выступают угловые участки, что не провоцирует загромождение пространства. Дымовая труба при этом может находиться на любой стене, возле которой смонтирован очаг. Стенкам камеры сгорания придается традиционная наклонная форма. Также встречаются и более современные двухкамерные топки. Угловое позиционирование конструкции не создает дополнительных препятствий для его дизайнерского оформления.
Внешнее декорирование разрешается осуществлять с помощью бетона, камня, кирпича, кафельной плитки и тому подобное. Виды каминов по конструкции топки и типу излучаемой тепловой энергии. В этом случае смотрят на число поверхностей, через которые происходит отдача тепла в окружающее пространство, только перед собой, или в разных направлениях. Чтобы определить число таких сторон очага, достаточно сопоставить их с точками, с которых просматривается огонь в топке. Односторонние камины. Подобные конструкции встречаются чаще всего. Для них характерна простота устройства и высокая теплоотдача. Этому благоприятствуют наклонные стенки топки, отражающие исходящую от пламени тепловую энергию. В дальнейшем тепло сквозь основное топочное окно выходит наружу и обогревает помещение. Двусторонние камины. Речь идет об угловых, островных отдельных пристенных разновидностях, оснащаемых двумя прозрачными стенками. Это могут быть прилагающие или противоположные стороны топки. Сильными сторонами этих конструкций выступает их оригинальное исполнение. Рассматривая двухсторонний тип камина для дома в качестве потенциального варианта для оформления своего жилища, необходимо учесть присущие ему недостатки. Дымоходная труба должна быть в состоянии обеспечить значительную тягу для более быстрого прогорания топлива. Как результат, в помещении должна иметься отличная вентиляция, небольшая энергоэффективность. Объясняется это меньшим числом отражающих поверхностей, что на порядок снижает общий объем выходящего наружу тепла. Более сложный уход. У двухсторонних каминов тлеющие угли могут выпадать сразу по двум направлениям. Это обязует хозяев использовать большее количество защитного покрытия для напольной поверхности. Трехсторонние камины. Основное достоинство таких моделей – оригинальный дизайн. Внешне трехсторонний очаг выглядит, как аквариум для костра. Одна его сторона встраивается в стену, а сверху имеется дымоход. Внешне конструкция выглядит очень эффективно. К их слабым сторонам относят такие нюансы. Огнеупорная защита требуется по всему периметру конструкции. Несмотря на трехстороннее распределение поступающего из топки тепла, наибольший эффект присущ только передней стенке. Это объясняется тем, что только за ней есть отражающая поверхность. Слабый энергетический эффект. Самые неожиданные формы позволяют вписать любой камин в любой интерьер, при этом важно понимать, что увеличение внешней красоты не всегда положительно сказывается на эффективности работы прибора. Этот вопрос рекомендуется выяснить до того, как приобретать понравившийся вариант. А какой камин у вас дома? Отпишите об этом в комментариях. Не забудьте подписаться на канал и до встречи в следующих видео.